Жизнь после смерти. Как это было? Так вышло, что я хорошо помню свою предыдущую жизнь и то, что за ней последовало. То есть все свои посмертные приключения вплоть до нового рождения. Перед тем, как я буду описывать дальнейшие события, хочу немного рассказать вам про астральных смотрителей, то есть кто они такие и чем занимаются. Начну с того, что это определенная должность. То есть смотрители — это астральные сущности со своими полномочиями и задачами. Для выполнения этих задач их наделяют особой энергией. Она гораздо более мощная, чем у обычных умерших, да и большинства других астральных обитателей. Основная задача смотрителей — поддержание порядка на астральном плане. Астрал — это промежуточная область между нашим миром и тем светом. Там находятся умершие сразу после смерти, и именно оттуда наблюдают за нашим миром, а также там периодически бродят спящие. К тому же в астрале огромное количество местных жителей, одним словом, весьма густонаселенное место. Также надо понимать, что астрал — это небольшой ангар, где все вместе находятся вышеперечисленные существа. Он разбит на множество мирков с очень разными характеристиками. В один из таких мирков я, собственно, и попал, когда был завербован в смотрители. После того, как я дал формальное согласие стать смотрителем и работать на благо астрального общества, мне понадобилось пройти определенную трансформацию. Дело в том, что энергетика обычного умершего слабая и для этих целей не подходит. Чтобы стать смотрителем, ее надо прокачать. То есть, другими словами, мне потребовалось вливание энергии от моих будущих коллег. У любой энергии есть своя плотность и даже цвет. Так вот, энергию смотрителя светлой или легкой назвать никак нельзя. Это вам не ангел-хранитель. Но для целей смотрителей о них позже. Такая энергия вполне подходит. Еще одна отличительная особенность смотрителей – мгновенные перемещения в астрале. Именно поэтому они мне поначалу виделись как черные тени, которые быстро летали туда-сюда. Вообще, став смотрителем, я взглянул на астральный мир по-другому. Когда я только умер, мне по наивности казалось, что я очень быстро перемещаюсь в нужном направлении, но лишь теперь я осознал, насколько заторможен обычный умерший и как мало у него энергии. Став смотрителем, я как будто пересел из телеги в спортивную машину, настолько изменились моя сила и мощность. Каковы были мои новые обязанности? Первое время они были несложными, к тому же за мной постоянно посматривал кто-то из коллег. Основным нашим местом работы было пересечение земного и астрального миров. Еще одно уточнение. Постоянно отвлекаюсь, но без них никак. Многие считают, что все тонкие миры образовались и существуют как бы сами по себе, и там ничего делать не нужно, только изучать их и наслаждаться ими. На самом деле это не так. Астрал, к примеру, очень сложная энергетическая конструкция, которую надо обслуживать и поддерживать. Вообще тонкие миры очень тесно связаны между собой и с нашим миром. Все вместе — это огромный и сложный каркас миров, в котором наш физический мир — это база или нижний этаж. На границах миров часто происходят искажения из-за того, что они не совпадают по плотности и многим другим характеристикам. То есть подразделение смотрителей, где я начал работать, занималось помехами на границе астрала и земного мира. Моей задачей было помогать ликвидировать те области, которые напоминали большие воронки или вихри темной энергии. Они часто образовывались на месте аварий и катастроф, то есть там, где сильный выброс энергии при внезапной смерти дополнялся всеобщим страхом и сожалением. Там, где случаи были еще более серьезные, то есть крупные военные конфликты, стихийные бедствия и так далее, наши сотрудники были уже бессильны. Астральный слой там буквально рвало как тряпку, и требовалось более серьезное вмешательство. Но средней руки проблему мы могли устранить. Как я вскоре понял, на месте резкого выброса отрицательной энергии образуются своеобразные воронки, которым свойственно разрастаться. Если воронку не ликвидировать, она действует как катализатор. Начинают происходить похожие негативные события, а это усугубляет ситуацию и приводит к образованию новых воронок. Мне хотелось бы сказать, что смотрители занимались своей работой исключительно из любви к человечеству, но это будет неправдой. Дело в том, что наш физический мир похож на фундамент в огромной конструкции тонких миров. Поэтому от неконтролируемых выбросов энергии у нас
начинает шатать все остальные миры, и там случаются помехи и искажения. В общем, нашу работу можно было в чем-то сравнить с работой электриков из аварийной бригады, которые едут пилить дерево, которое обвалилось на провода. Мы делали нечто подобное только на тонком уровне. Как мы все исправляли? Чтобы ликвидировать вихрь темной энергии, нужно вывести его в другое место. То есть создать где-то в безлюдном или малолюдном месте, обычно довольно далеко от темной воронки, еще одну воронку с другой полярностью, а затем соединить эти две воронки, чтобы новая затягивала в себя энергию старой. Кстати, дорогие мои слушатели, вы не задумывались, почему иногда в лесу или других пустынных местах есть какие-то аномальные зоны, где деревья странные и криво растут, и ощущения там очень странные? Не берусь судить о каждом из таких мест, но думаю, что во многие из них как раз и были выведены в прошлом воронки отрицательной энергии. Для того, чтобы уравновесить и подчистить плохое место во многих километрах оттуда. Как выглядела работа смотрителей поэтапно? Для начала мы прибывали на место образовавшейся воронки и оценивали ситуацию. Потом находили место для сброса плохой энергии и ставили на нем энергетическую метку. Это, как правило, поручали мне как довольно легкое дело. На месте этой самой метки смотритель рангом повыше с помощью своего намерения и энергии создавал положительную воронку, а затем и портал, который связывал две воронки – отрицательную и положительную. Портал ненадолго открывался, и энергия начинала перетекать из первой воронки во вторую. В момент, когда основной объем негативной энергии был слит, портал почти закрывался. Почти потому, что оставляли небольшую щель для дальнейшего перетекания энергии. Примерно так выглядела работа, которой я поначалу занимался вместе с коллегами. Новая работа мне нравилась, и новый статус тоже. Я считал, что быть смотрителем прикольно. Я ощущал свою крутость по сравнению с обычными умершими и стал даже иногда подтрунивать над ними. По сравнению со смотрителями, обычные умершие очень слабо энергетически, как будто заторможены. Поэтому передвижения смотрителей им сложно отследить, они видят их как мелькание темных теней. Когда смотритель приближается к умершему, тот начинает чувствовать инстинктивный страх. Это стандартная реакция, и я до того, как стал смотрителем, чувствовал то же самое. Но в новом статусе я стал быстро об этом забывать. И мне для развлечения нравилось припугнуть кого-нибудь. Делал я это так. Сначала подлетал к умершему, по его ощущениям, это были доли секунды, он не успевал ничего сделать, а потом принимал какой-нибудь странный или жуткий облик и наслаждался эффектом. К тому времени я уже давно понял, что внешность в астрале можно менять по своему желанию, однако тут были и оговорки. Став смотрителем, я был обязан большую часть времени находиться в униформе, то есть в стандартном для смотрителя виде, мужской облик и темная одежда с неким подобием мантии. Но на недолгое время, вполне достаточное, чтобы кого-нибудь испугать или даже пообщаться, я мог меняться и выглядеть по своему желанию. Не могу сказать, чтобы я причинял умершим какой-то ощутимый вред, этого в моих планах никогда не было, но вот поприкалываться и повеселиться мне хотелось. К тому же часто за этим наблюдали мои дружки, другие смотрители. И многие из них считали, что представление разыгрывается на высшем уровне, а это меня только подстегивало. Поэтому чем дальше, тем больше я оттачивал свое мастерство в черном юморе и плохих шутках. Как это все происходило? Если времени или настроения на долгий спектакль не было, я просто подлетал к умершему в облике какого-нибудь черта или монстра, а он пугался и пытался убежать. Меня это веселило, а через пару минут я улетал дальше по своим делам, а несчастный умерший, возможно, еще некоторое время трясся от страха. Если же было настроение и компания, то можно было разыграть целое представление. Мои коллеги-смотрители через некоторое время тоже увлеклись подобной деятельностью, и мы стали играть целые сцены. К примеру, я мог прийти к какой-нибудь богобоязненной умершей старушке в образе католического священника. На этот счет у меня даже была своя легенда. Якобы на земле неправильно отпускают грехи, поэтому на том свете, разумеется, умершие не понимали, что это никакой не тот свет, а всего лишь астрал, есть специальные служители, которые этим занимаются. Поэтому исповедаться нужно мне и прямо сейчас.
Часто при этом присутствовали мои товарищи, которые с важным видом стояли рядом и скорбно качали головой, когда бедная женщина с потерянным видом описывала очередное свое прегрешение. Мои спутники играли судебную коллегию, которая рассматривала, достоин человек попасть в рай или нет. Выслушав речь умершей или умершего, если нам попадался мужчина, мы обычно с задумчивым видом удалялись и говорили, что, мол, случай у вас сложный, мы будем его рассматривать на отдельном заседании, а человека оставляли в замешательстве. Помимо этого, у нас было еще несколько видов спектаклей, большинство из них на религиозную тематику. С религиозными людьми было просто, они доверяли всему и сразу. Было, к примеру, нападение бесов. Их играли один или несколько смотрителей, от которых спасали ангелы, тоже сыгранные смотрителями. Тут, кстати, у читателей может возникнуть вопрос, как смотритель, обладающий довольно темной энергией, может предстать в образе ангела? Я скажу так, вполне может. И умерший, который не разбирается в астральных сущностях, запросто примет это за правду. Почему? Виноват стереотип «ангел с крыльями». Кому-нибудь из нас ничего не стоило создать себе здоровенные крылья, а в руки прихватить меч для внушительности. Вот и готов воинственный ангел, который побеждает бесов. А как же выглядит настоящий ангел-хранитель? Это тоже сущности, которые населяют астрал, правда, более высокие и тонкие его области. Энергия у них легкая и светлая, что обычным умершим видится как свечение. Плюс в присутствии настоящего ангела всегда ощущается покой, уверенность и умиротворенность, а облик они также могут менять при необходимости. В свое оправдание могу разве что сказать, ощутимо от нашей деятельности никто не пострадал. Если я видел, что очень сильно кого-то напугал, то мог вернуться в образе ангела, успокоить человека и сообщить, что с бесом мы разобрались. Кстати, хотелось бы внести еще одно уточнение. Если вы сейчас подумали, что все плохие астральные сущности — это заигравшиеся смотрители, то это не так. Наоборот, именно смотрители могут остановить сильно взорвавшихся темных сущностей при необходимости. Примечание. Есть огромный класс астральных сущностей, я их называю хищники. Они живут за счет того, что питаются энергией людей. Причем их интересуют в основном живые люди. У умерших мало энергии, и взять с них особо нечего. Среди астральных хищников есть как совсем примитивные создания, с интеллектом, как у низших животных, так и высокоразвитые личности. Объединяет их одно – они существуют именно за счет энергии людей. То есть их основная цель – развести человека на эмоцию и таким образом получить энергию. Именно они могут являться к людям в измененном состоянии сознания, то есть после приема алкоголя и наркотиков, и душевно больным, и даже к маленьким детям, которые тоже могут их видеть. С этим часто связан страх темноты. Смотрители же прикалывались над умершими просто ради смеха и из любви к искусству, и энергию ни у кого не забирали. Итак, в свободное от работы время я развлекался как мог. Моя прошлая жизнь на тот момент казалась мне каким-то далеким сном, о будущем я тоже сильно не задумывался, просто жил в свое удовольствие. И не сильно беспокоился о том, что ждет меня дальше. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал.